Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня чистка клапана EGR на Honda Fit Shuttle гибрид. Пробег 82 тысячи километров, решил я его почистить. Вот, соответственно, вот клапан установлен здесь, крепится он двумя болтами на 12. Для замены вам понадобится вот такой вот массивный ключ. Маленьким ключом открутить мне не удалось. Вот такой вот очиститель для клапанов EGR. И вот такая вот прокладка. Прокладка нужна обязательно, потому что прокладка, когда мы снимем клапан, она у нас надорвется, испортится и так далее. То есть без прокладки лучше туда даже и не лезть. Вот, соответственно, аккумулятор у нас отключен. То есть он полностью у нас лежит дома на зарядке. Соответственно, мы можем смело дергать в машине любые разъемы. Всем рекомендую разъемы дергать только на обесточенной машине. Итак, сейчас мы открутим два болта, снимем клапан и продолжим. Следующим этапом я решил почистить вот эту контактную площадку. На ней было очень много остатков паранитовой прокладки. То есть вот как смог, я ее очистил. Теперь приступаем к чистке самого клапана. Теперь два ключевых момента. Во-первых, вот так вот у нас все это дело выглядит после 82 тысяч пробега. Вот, значит, момент, чтобы нам не париться с подключением к источнику питания для открытия EGR клапана, он спокойно вытаскивается либо круглогубцами, либо, как в моем случае, пальцами. Вот, мы его оттягиваем, шток, и вставляем нечто, то есть там можете веточку оторвать, ну у кого что под рукой. Веток у меня нет, поэтому я вставил пластиковый хомут. То есть клапан у нас приоткрытый, при пробрызгивании его у нас почистится шток, на котором тоже, как правило, бывает налет. И второй, самый, пожалуй, важный момент, это то, что вот этот очиститель, он съедает краску. То есть при попадании на краску она начинает моментально облупляться. Поэтому рекомендую вам корпус, все отверстия, там все, что вы видите, замотать либо скотчем, либо, как в моем случае, изолентой. Скотч я дома забыл, поэтому я использую изоленту. Скотч был бы гораздо экономнее. Вот. И только после всех этих процедур подготовительных мы уже можем его смело пробрызгивать очистителем. Все, и ждем его отмокания. Повторяем эту процедуру несколько раз. Затем будем протирать, ставить на новую прокладку. Ну все, прошло, наверное, полчаса. Я его несколько раз пробрызгал, протер тряпкой, там-сям поковырялся. Вот, в общем-то, вот так вот он очистился у меня. Насчет агрессивности жидкости я не соврал. Что-то начало происходить с изолентой. Она сильно размякла и начала облазить. Вот таким вот образом. Поэтому сейчас он у нас подсохнет, я его протру тряпкой, отмотаю изоленту и мы будем ставить на автомобиль. Поставили новую прокладку, ее подложили. Сейчас берем сам клапан, ставим и будем его прикручивать. Наживим. И затянем. Вот на этом, в общем-то, чистка EGR наша закончена. Тест-драйв сейчас провести и подвести итоги мы не сможем, потому что машина у нас, напоминаю, без аккумулятора. Аккумулятор на зарядке. В общем-то и все. Спасибо, что смотрели.